Взрыв эмоций в Госдуме. Депутат публично высказал все, что думает про российскую экономику. Слов он не подбирал. США наносят удар по Кремлю. Новое соглашение с недавним союзником Москвы. Россия окончательно теряет влияние. Крупный украинский город готовится к худшему. Срочное усиление обороны. Заявление военных. Российские олигархи снова готовы стрелять. Экстренное обращение к Путину. К чему готовятся миллиардеры? Жесткое предупреждение для Лукашенко. Откуда на Беларусь готовится нападение? 500 ударов по стране. Об этих и других событиях к утру среды 27 мая. Среда, середина недели, а мы посреди всего, в самой гуще событий разбираемся просто, четко, понятно и по делу. Это «Нехта» в студии. Олесь Корниенко. Очередная победная реляция московского генштаба. Россияне захватили очередной украинский населенный пункт. Немалая токмачка, конечно, но все же. Речь о селе Рясное в Сумской области. Правда, похоже, успех оказался виртуальным. В силах обороны опровергли заявление оккупантов. В 14-м армейском корпусе заявили, населенный пункт остается под контролем ВСУ. Попытка врага выдать желаемое за действительное, вспоминая участие украинских штурмовых групп и придумывая недельные бои, имеет целью лишь оправдание собственных неудач и создание иллюзии полосы безопасности для внутреннего российского потребителя. По словам защитников, оборона продолжается, а российские войска несут потери. Сгорело. А пока оккупанты продолжают пытаться захватить очередные 2 квадратных километра и 3 сгоревшие хаты, ВСУ устроили настоящий ад логистики войск РФ. Мониторинговые каналы буквально забиты свежими роликами сгоревших грузовиков, бензовозов вдоль трасс в тылу врага. Утверждается, что некоторые из них находятся в 100 километрах от фронта и стали для агрессоров буквально дорогами смерти. Дыра в российском бюджете из-за войны достигла таких размеров, что даже депутатам Госдумы стало не хватать приличных слов. Валерий Гартунг выругался прямо с трибуны. Что мы будем делать с дефицитом федерального бюджета? У нас за прошлый год больше 5 триллионов, и сейчас еще под 5 триллионов. То есть суммарно около 11 триллионов уже. Что мы с этим будем делать? Печатать деньги, что ли, будем? Как в 92-м году, когда каждую неделю на 30% цены росли. Деньги депутат предложил брать там, где они есть. У естественных монополий, сырьевого и финансового секторов. Предложение прекратить войну от Гартунга не последовало. Наоборот, парламентарий заявил, что нужно ее выиграть. Нападение среди бела дня. В Украине совершено покушение на мэра. В Днепропетровской области неизвестный атаковал градоначальника Пятихаток. Нападавший набросился на чиновника и ранил его ножом, после чего скрылся. Правоохранители открыли дело по статье «Покушение на убийство» и начали разыскные мероприятия. Подробности нападения пока неизвестны. Российские миллиардеры готовы стрелять. Те, кто начинали сколачивать капиталы в лихие 90-е, теперь хотят вооружиться посерьезнее. Александр Шохин, глава Российского союза промышленников и предпринимателей, который часто называют профсоюзом олигархов, побывал у Владимира Путина, и именно оружие стало главной темой этой стрелки в Кремле. Крупные предприятия, безусловно, заботятся, по крайней мере, все добросовестные крупные компании это делают, и о защите своих объектов, и о защите территории присутствия компаний. Но некоторые вопросы требуют регулирования, связаны они с механизмами обеспечения, скажем, вооружениями, не только чтобы, так сказать, легкое вооружение калибра 7,62, но и более крупные. Это и различные системы РЭП, и лазерные установки, и калибры другие, как я уже сказал. Кроме того, Шохин передал Путину пожелание олигархов закрепить за их концернами энное количество резервистов. Не хотят ли миллиардеры под шумок создать у себя частные армии? Интересно, к чему они готовятся.
Правда, не все российские миллиардеры готовы отстреливаться. Александр Галицкий просто сбежал. Его называют одним из пионеров IT-бизнеса в стране. Основателя Алмаз Capital на родине объявили экстремистом, но он успел покинуть Россию через Беларусь по нидерландскому паспорту. Об этом заявили в Генеральной прокуратуре России. По версии ведомства, перед отъездом Галицкий снял и миллиарды рублей со счетов в Газпромбанке, которое государство планировало у фигуранта изъять. Власти обвинили инвестора в финансировании Украины и связях с компаниями, которые разрабатывают дроны и вооружение для ВСУ. Сам Галицкий все отрицает и утверждает, что вкладывался только в гражданские технологии. В последнее время на его активы стал накладывать лапу Ростех, который возглавляет старый друг и коллега Путина по КГБ Чемизов. А это основа в деле. В Иране опубликовали новое жесткое обращение Муджтабы Хаминеи. В нем США и Израилю прямо угрожают новыми ударами. Несомненно одно – стрелки времени не повернутся вспять, и народы и страны региона больше не будут щитом для американских баз. Помимо того, что у США больше не останется безопасного места для своих интриг и военных баз в регионе, они с каждым днем все больше теряют свои позиции. Хаминеи также заявил, что лозунги «Смерть Америке» и «Смерть Израилю» останутся призывами к действию. В тексте утверждается, что еврейское государство перестанет существовать в течение 15 лет. При этом до сих пор неизвестно, в каком состоянии сейчас верховный лидер и жив ли он вообще. С момента убийства его отца и избрания Муджтабы новым аятоллой не появилось ни одного актуального видео или хотя бы фото с ним. Кроме того, если он даже жив, непонятно, насколько он обладает хоть каким-нибудь влиянием. Угрозы Москвы не произвели впечатления не только на Европу, но и на Вашингтон. После заявления Министерства иностранных дел России о начале систематических ударов по Киеву Сергей Лавров даже позвонил Марко Рубио с тем же месседжем. Об этом рассказал сам госсекретарь США. Я думаю, он просто позвонил мне лично, чтобы сказать. Они сообщили всем посольствам, что Киев станет очень опасным местом. Но Киев уже не первый год является очень опасным местом. Ну, похоже, Рубио не испугался, как и главы европейских стран. Один из крупнейших украинских городов готовится к худшему сценарию. Вокруг Одессы заканчивают строительство масштабной линии обороны с противотанковыми рвами, блиндажами и зубами дракона. В силах теробороны Юг говорят прямо: задача не дать врагу даже шанса на высадку десанта или наступление на город. Надежная оборона не повышает, а снижает риск того, что враг в обозримом будущем сюда сунется. По периметру города уже появились километры укреплений, колючая проволока и бетонные заграждения для техники. И речь уже не только об Одессе. Украина параллельно усиливает оборону на севере, в Киевской и Черниговской областях. Об этом президент страны говорил ранее. Зеленский объяснил это угрозами со стороны Брянской области России и Беларуси. Президент Зеленский жестко потроллил соседнего диктатора. Недавно Лукашенко сказал, что президентам Украины и Беларуси уже пора встретиться. Вже час їм зустрітись. Цікаво вийшло. Так интересно получилось, сказал Лукашенко, а приехала Светлана Тихановская. Рад вас видеть, Светлана. Эта сцена произошла во время международного саммита городов и регионов в Киеве. Там же состоялся и разговор президента Украины и главы Объединенного переходного кабинета Беларуси. Мы все поддерживаем стремление народа Беларуси избавиться от российского вмешательства и знаем, что Россия сейчас пытается еще сильнее втянуть Беларусь в эту войну против Украины. Мы ценим каждое проявление поддержки со стороны белорусов свободной Украины и знаем, что наступит день, когда между нашими государствами снова будут добрососедские отношения, основанные на реальной независимости и Украины, и Беларуси от Москвы. Накануне Светлана Тихановская прибыла с первым визитом в Украину.
Но более неприятное для Лукашенко заявление сделал Мадьяр. Речь не о новом венгерском премьере, а о командующем сил беспилотных систем Украины. Роберт Броуди жестко предупредил диктатора от вступления в войну на стороне Путина. Минскому гауляйтеру Лукашеску. Пес, который лает, не кусает. Первые 500 целей уже на карандаше. Не лезь в глаза Украине. Теперь уже Лукашенко точно знает, откуда в случае агрессии на него готовится нападение. И не 4, а 500 позиций. Ранее секретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович заявил, что якобы только за последнюю неделю в Беларусь пытались залететь 116 украинских дронов. И ни один не попал. Верите? Вашингтон укрепляет сотрудничество с недавними союзниками Москвы прямо под носом у Кремля. Марко Рубио посетил Армению с кратким, но важным визитом. В Ереване госсекретарь США и местный министр иностранных дел Арарат Мирзоян подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Арменией и США. Стороны отдельно подписали соглашение о добыче редкоземельных металлов и проекту ТРИП, полное название которого звучит как «Путь Трампа во имя международного процветания». Визит одного из самых доверенных людей президента США состоялся на фоне ежедневных угроз из Москвы. Через 1,5 недели в Армении состоятся парламентские выборы, и в Кремле понимают, что страна может окончательно уйти из российской сферы влияния. Европа буквально плавится. Во Франции синоптики фиксируют температурные рекорды, которых в мае здесь еще никогда не было. Сразу в 350 населенных пунктах страны жара побила исторические показатели. Столбики термометров поднялись выше 37 градусов. Такие погодные условия уже привели к гибели 7 человек. 5 утонули, пытаясь охладиться. Еще одна дама скончалась от гипертермии, участвуя в фитнес-соревновании в Лионе. Похожей смертью умер и мужчина в Париже. Его сердце не выдержало во время 10-километрового забега в Париже. Еще 16 человек были госпитализированы, в том числе 10 в критическом состоянии, во время другого забега в пригороде столицы страны. Спасибо, что досмотрели до конца. Приглашаю на вечерний выпуск.